Всем большой привет, друзья! Сегодня еще одно видео о сушеной зелени и специи из нее. Приготовлю зеленые ассорти. Это супер ароматные сушеные ассорти из 4-5 видов зелени, которую с легкостью можно насушить самому в сезон. И еще буду сушить зелень листового сельдерея для специи. Вот в этой баночке это зелень сельдерея. Есть нюансы в ее сушке, поделюсь. Ведь зелень действительно его очень ароматная, красивая и хочется ее сохранить подольше. Это у меня зелень листового сельдерея и тоже зелень корневого сельдерея. Я ее оборвала, промыла, просушила. И буду дальше заниматься сушкой. Очень такие большие, крупные получаются листья в этой зелени. Приятно пахнет. И, конечно же, так хочется сохранить эту зелень подольше. Но вот эти черешки, они довольно-таки грубые. Хоть и грубые, но выбрасывать их ни в коем случае не надо, так как если вы высушите только одни листья, эта специя в будущем не будет иметь такого аромата, поэтому ни в коем случае ничего не выбрасываем. Зелень складываю в такой большой пучок, черешки отрезаю, откладываю их в сторону и нарезаю зелень. Зелень буду сушить отдельно от черешков, так как времени для сушки будет разное. Черешкам надо больше времени, а зелень высохнет у меня намного быстрее. И легче потом с такой сушеной зеленью уже ее переработать. Вот черешки укладываю на отдельный поддон и сушу на пару часов, она будет сохнуть у вас тоже дольше. Вот такое большое количество черешков, стараюсь их нарезать чем помельче, как у меня получается. И теперь, когда прошло 12 часов, зелень уже высохла, перекладываю ее в глубокий противень из духовки и руками измельчаю. В муку ничего не превращаю, так зелень будет иметь такую приятную, хорошую текстуру. Вот эти желтенькие вкрапления, это у меня сушились сверху на поддоне бархатцы. У меня есть видео, что я с ними делала, готовила эмеретинский шафран. Все равно попадаются вот эти такие грубые стебельки, поэтому пересыпаю всю зелень в миску, вот так ее потрясла, и вот эту всю грубую часть еще убираю. Я ее добавлю к стеблям и уже потом ее буду измельчать. Вот, потрясла вся грубая часть из этих стебельков, что покрупнее, просто в сторону ее. А зелень мне осталось только пересыпать в баночку. Имеет вот эта зелень очень такой яркий, темно-зеленый, красивый цвет, но я вам скажу, аромат очень слабый. Если кто сушил просто зелень петрушки и зелень укропа, тот знает, что в сушеном виде вот эта зелень не имеет такого сильного насыщенного аромата. Поэтому я к любой зелени, есть у меня на канале видео, как я сушу и петрушку, и укроп, оставлю вам ссылки, посмотрите. Специально пересыпаю в отдельную баночку, чтобы вам потом показать разницу между корешками и зеленью. Вот тут в отдельную емкость я сыпала уже сухие черешки, вот эти грубые части от листьев. Черешки хоть и грубые, но они внутри полые, поэтому очень легко перетираются. Это даже не черешки петрушки и укропа, которые становятся деревянными и стеклянными, их тяжело измельчить. Черешки сельдерея измельчаются очень легко. Вот имеют такой яркий салатовый цвет. Точно так же в миску пересыпаю и отделяю более грубые вот эти черешки. Еще повторно их измельчу в ступке. Можно, конечно, использовать кофемолку, но до такой фракции надо перемалывать, чтобы не превратить все в муку. Вот все. И вот посмотрите, какая разница. Вот это листья, а вот это стебли сельдерея. Но если
по ароматным качествам судить, то, конечно, стебли имеют очень насыщенный аромат, приятный, так что ни в коем случае не выбрасывайте, сушите все вместе, потом листья и стебли я соединю в одну баночку. Это очень замечательная ароматная добавка к любым первым, вторым блюдам. Один, кстати, из компонентов специи хмели сунели, кто не знает. А если за сезон насушить обычную укроп, например, и петрушку, добавить любую другую зелень, которую вам удалось насушить в сезон. Тут у меня зеленый лук, например. Как я сушу, как я заготавливаю эти специи, у меня на канале есть видео, оставлю вам еще в инфобоксе ссылки, кому интересно, переходите, смотрите. И теперь мне осталось только в равных количествах смешать зелень сельдерея. Я возьму буду в равных количествах по 3 столовых ложки, но я взяла листья и стебли, получилось у меня 3 столовых ложки. И дальше укроп 3 столовых ложки и точно так же петрушку. Еще по своему усмотрению и желанию можно добавлять любую зелень, которую у вас удалось насушить в сезон. У меня еще есть зелень тархуна, я сюда добавлю, и у меня получится такая ароматная шикарная приправа из 5 видов зелени, которую чайную ложечку я буду добавлять, особенно в первые блюда. Это изумительный аромат. Без нее суп не такой, хоть и свежую все равно я добавляю зелень, но эта зелень придает свой неповторимый какой-то аромат и вкус, и цвет. Друзья, очень надеюсь, что это видео было вам интересным. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, оставляйте свои лайки, тогда вы с легкостью сможете найти это видео в своих понравившихся видео. А если хотите быть в курсе моих новых интересных видео, тогда не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Пока-пока.